Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Кость Бондаренко на связи по средам, как обычно, традиционно. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Летняя пора, поэтому застали меня буквально в дороге, так что, но все равно мы с вами, все равно мы сегодня встречаемся, не изменяем наши традиции. Да, друзья, все как обычно, формат эфира традиционен. QR-код, который возле меня, возможность написать на экране все, что хотите, если работает сервис. Всем большое спасибо за супер-чаты, супер спасибо, супер стикеры. Если есть такая функция у вас в стране, спасибо большое, что поддерживаете канал, поддерживаете работу и, конечно, следите за всеми событиями. Лайк – лучшая поддержка, поэтому поставьте, как говорится, чтоб не забыть. Начнем мы наш сегодняшний эфир традиционно с того, что как бы, вопросы вам массу оставили уже в сообществе YouTube, в клубе зрителей, то есть как бы такая оказия поговорить, и людей очень волнуют происходящие события. Опрос чата трансляции, который мы тоже подсоединим в конце нашего сегодняшнего эфира, он звучит так. Кто больше боится Америку? Варианты ответов. Зеленский, Путин, евролидеры Урсула Мерц Макрон или бриты, ну там Лондон-Сити и все дела. С этого вопроса я начинаю не просто так, потому что сегодня очередной, скажем так, выпад Зеленского, мол, смотрите, Кит Келлог в Киеве и нет массированных бомбардировок Киева. Ой, Кит Келлог показал, что Путин боится Америку. Хотя, знаете, наверное, где-то так горько ухмыльнулись там целый ряд городов, которые подвергались атакам в эти дни приезда Кита Келлога в Украину. А, Касаемо опроса, так кто больше боится Америку, как вам кажется? Вы знаете, вспоминается детский старый анекдот о том, как два мальчика разговаривают. Один говорит другому: а сколько тебе лет? Тот говорит: 5. А тебе? Вот. Тот говорит: я не знаю. А ты там собаку Шарика боишься? Там, значит, он говорит: боюсь. Ну, значит, 4. Ну, вот приблизительно точно так же с Америкой, кто боится. Вы знаете, сегодня мне кажется, что Соединенные Штаты не боятся, а просто государства, некоторые государства попросту выстраивают свою систему отношений, пытаются сыграть на амбициях, страхах или же переживаниях, или же на надеждах и так далее Трампа. То есть, условно говоря, они изучают слабые стороны Трампа и пытаются играть на них. Помните последние фактически заявления вот на саммите НАТО и во время турне, европейского турне Трампа? Все начали льстить ему, откровенно льстить. Вот, называть его там папой, называть его там сыпать ему разные комплименты и так далее. Потому что поняли, что дедушка падок на лесть. Давайте будем теперь ему льстить. Вот. Путин нашел свой ключ. Вот, выгода. Вот. Условно говоря, смотрите, вот она, выгода. Мы же можем как по бизнесовому, как бизнесмены поговорить и прочее. Так вот, зачем это Украина, зачем вообще она Соединенным Штатам, если вот на кону стоят миллиарды, а то и триллионы долларов для совместной работы. Китай нашел тоже свой ключ, Британия. То есть все фактически сегодня ищут ключи к Трампу, пытаясь играть на там, каких-то струнах его души. И никто его не боится, по большому счету. Вы знаете, Трамп и наш сегодняшний эфир так и называется, печеньки Байдена, он вообще под таким очень серьезным прицелом глобалистских СМИ. И это мы видим и по итогам встречи с Рютте, и как бы, ну, то есть как переиначили его слова, чуть ли не томагавки поедут в Украину. Так, по крайней мере, пишут там ряд изданий, а потом вынужденно Трамп выходит на следующий день, говорит: стойте, стойте, как бы спокойно, то есть мы продаем ПВО, никаких наступательных вооружений, 50 дней это не столько ультиматум, но все может закончиться раньше. Ну, в общем, как бы объясняет то, что было в овальном кабинете на встрече с генсеком НАТО. Однако, а, когда уже там пишут о том, что 500 тонн печенья, предназначенного для Афганистана, Трамп сжег, Байден, мол, купил через USAID, Байден его сжег,
И вот они, потому что, ну, как пропало печенье, то есть все, они его не распределили, ну, в общем, не довезли до Афганистана. Это ведь очень хороший намек на Украину. А, Да, Я это просто хочу, очень... чтобы вы как бы разложили эту историю. То есть сожженное печенье, кажется, так можно охарактеризовать вот эту ситуацию с ультиматумом 50 дней и, конечно, поставками оружия. Ну, смотрите, дело в том, что печенье жгли и раньше, уничтожали разного рода продукты и прочее, которое вышел срок годности. Утилизация тех или иных продуктов питания – это абсолютно живой процесс в любой армии. Списание, утилизация и так далее. Вот. Но что касается вот подобного рода заявлений, вокруг него еще, вокруг вот этого сожжения печенья сделали еще и шоу. Вот, ну, для того, чтобы показать бездарную политику Байдена, чтобы показать, что приходится сейчас исправлять ошибки и прочее, и прочее, и прочее. Это не первый, не последний, не первый, не последний выпад администрации Трампа в адрес демократов и Байдена, поэтому нет ничего странного. Вот. А что касается томагавков, ну, в принципе, я не удивлюсь, если Украине продадут томагавки. Только вопрос, а что с ними потом делать? Как говорят военные специалисты, томагавки запускаются либо с борта самолета, либо с морских платформ. Вот. Вопрос, откуда будет Украина их спускать? Ну, как это, с подводных лодок. Мы же Ну готовы да, купить подводную возможно. лодку. Помните Возможно. Резникова, да, который Да, говорит, мы готовы купить подводную лодку. На да, самом так деле, что, да. да, да, нет, это, пожалуйста. Да. На самом деле, я хотел бы, чтобы мы, ну, как бы поняли, да, о чем эти 50 дней. Как вы трактуете? Дело в том, что 2 сентября, 1-2 сентября состоится встреча Путина и Си Цзиньпина. Мало того, что состоится встреча Путина и Си Цзиньпина, состоятся празднование 80-летия завершения Второй мировой войны. Вот. Вполне возможно, что на это празднование прибудет кто-то из Соединенных Штатов. Вот. Пока что еще ожидается, в Китае кто-то прибудет. Пока что ожидается кто. Но, как говорят, что это будет личность не ниже, чем вице-президент Соединенных Штатов. И как есть определенные данные, которые говорят о том, что в Куала-Лумпур, вот все до сих пор еще думают, что же предложил такое Лавров, Рубио. Вот там прозвучало, что некое новое предложение, которое Соединенные Штаты обязательно рассмотрят, но не было объявлено, что это будет за предложение. И это предложение, по некоторым данным, которые довелось слышать, это предложение того, что пусть китайская сторона пригласит и Зеленского, чтобы празднование 80-летия превратилось в старт настоящих переговоров в мире. И тогда создается очень неудобная ситуация, когда Путин может показать 2 сентября, что мы готовы к переговорам. Мы приехали, мы готовы были к переговорам, а украинская сторона не готова. Перебросить мяч. Вот, 50 дней именно на это. Хотя за этих 50 дней мы потеряем значительную часть территории. Вот. Хотя за это время, конечно же, украинские войска попытаются бы совершить определенные контрнаступательные действия. Все об этом говорит, что сейчас как бы пытаются, да и определенные военные говорят о том, что вполне возможно в ближайшее время попытаются еще одно контрнаступление организовать. За это время, очевидно, будут проходить параллельно какие-то переговоры между Вашингтоном и Москвой по другим вопросам, не касающимся Украины. А главный итог телефонного звонка 4 июля этого года, звонка между президентами Соединенных Штатов и Российской Федерации, он сводился именно к тому, чтобы развести вопросы российско-американского сотрудничества и украинский вопрос. Так что думаю, что будет очень насыщенная программа этих 50 дней. Если мы, ну, каким-то образом попытаемся понять как бы, цели и задачи
Путина. Ведь там уже четко Рейтерс выписывает, что выйти на границы с Донецкой областью, зайти на другой берег Херсонской области, ну то есть конкретно отработать по территориям. То есть время для того, чтобы забрать все то, на что претендует Россия. Хватит? Вы знаете, на самом деле, я давно перестал обращать внимание на то, что пишут разного рода иностранные издания, там, что, которые пытаются рассказать, что в голове у Путина или что в голове у Трампа. На самом деле, вот даже несколько дней назад, помните, сколько было инсайдов относительно того, что же в понедельник скажет Трамп относительно России. Вот. Жесткие заявления и прочее. Вот. Или же сколько было там инсайдов относительно того, как Украине предоставят оружие, в каком объеме и что предоставят. Ну, вы видели, что это такие себе инсайды пальцем в небо фактически. Вот. Поэтому я думаю, что тоже сегодня вряд ли Reuters знают реальные планы, которые в голове у президента Российской Федерации. И им так кажется. Им так кажется, что Путин должен, так согласно логике, пойти на Херсон. Почему именно на Херсон, ну, пока непонятно. Зеленский говорит, что Путин боится там, миллионную армию возвращать домой, потому что начудят в тылу. И, мол, поэтому он не останавливает войну и продолжает ее. Это он заявил в интервью Newsmax. Но какая-то очень странная отговорка и оправдание по одной простой причине. Ведь в тылу украинском, в метро женщины, как говорится, ругаются с бывшими военными. Другие товарищи то гранаты взрывают, то понапиваются, начинают шмалять, то, скажем так, ну, в общем, как бы это такая сторона, которую еще, похоже, предстоит опубличить. Ее пока так немножко затирают, уже даже ТЦК никто не затирает, вот эти все беспредельные ужасы. А вот эту историю там с бывшими военными, ветеранами или там, которые там в тылу находятся, конфликты никто пока особенно не показывает. Почему именно так себя ведет Зеленский? Почему такое оправдание нежелания Путина Зеленский находит? озвучивает фактически те фобии, которые характерны для него сегодня. Он тоже чудесно понимает, что у нас тоже есть миллионная армия, которая завтра может быть демобилизована и может стать большой головной болью для власти, а также большой угрозой для общества. Потому что солдат, которые вернутся с фронта, необходимо обеспечить, накормить, обеспечить работой, дать им места рабочие, дать им определенные обещанные социальные гарантии. Необходимо будет компенсировать потери тем, кто стали инвалидами, или же вдовам и сиротам необходимо будет компенсировать потери. Это все ложится огромным бременем на государственный бюджет, а этих денег попросту нету. Соответственно, общество будет стремительно криминализироваться. В обществе будет нарастать серьезный антагонизм между гражданскими и военными. Между теми, кто сегодня поют, скажем, осанну солдатам, которые воюют на фронте, вот, и которые завтра же будут фактически кричать, куда смотрит полиция. Вот. Поскольку в стране будет форменный беспредел. Люди, которые вернутся с фронта, тоже хотят есть, если их не накормит государство, не создаст условия для того, чтобы они получали деньги, зарплату, могли купить себе хлеб, вот, то, соответственно, они сами будут брать эти деньги. Каким способом? 90-е годы многие еще помнят. Константин Петрович, если мы попробуем понять телодвижение Зеленского, не столько слова, да, а телодвижение. Значит, как-то странно выглядит переназначение Кабмина, Дерганые премьер-министра. такие телодвижения, да, так что... Нет, ну правда, то есть, как бы Шмыгаля отправили в отставку, Свириденко новый премьер-министр, там Федоров вице-премьер, и вот прям Свириденко и Федорова зовет к себе Зеленский, с ними общается, обсуждает планы правительства на полгода, мол, все станет гораздо мощнее, управляемее и лучше. Возникает вопрос, почему на полгода?
Почему еще как бы не высохли чернила на заявлении Шмыгаля, а он уже их зовет? Ну, сегодня уже убрали Шмыгаля с должности премьер-министра. По всей видимости, будет министром обороны. И что это за ротации такие? Это чтобы кому что показать, доказать или что изменить? На самом деле это очень странная замена, потому что никто не может сегодня толком понять, для чего проводились замены в правительстве. Во-первых, согласно закону о режиме военного положения, вот, запрещено менять премьер-министра в условиях военного положения. То есть у нас получается так, что в условиях военного положения мы не можем провести выборы, потому что запрещено законом, но мы можем поменять правительство, хоть это тоже запрещено законом. Это первое. Второй момент. Очень странно, потому что согласно Конституции Украины, которая у нас на паузе, правда, но все равно надо ее хоть как-то, хоть немножко уважать, у нас не президент определяет премьер-министра. У нас хотя бы для приличия необходимо было соблюсти процедуру, согласно которой парламентское большинство, у нас монобольшинство, вносит кандидатуру на рассмотрение президента. Президент берет там какое-то время подумать, вот, от 2 секунд до месяца. И, соответственно, после этого вносит уже согласованную кандидатуру на голосование Верховной Рады. То есть хотя бы Арахамия должен был бы выступить с этой инициативой. Ну так, для формы, как лидер самой крупной фракции, лидер монобольшинства фактически, он должен был бы выступить с этой инициативой. Но у нас нет, у нас президент выступает, ничтоже судящийся, хотя это не его прерогатива. Дальше вопрос. Шмыгаль был очень удобный премьер. Очень удобный. Он абсолютно был послушный. Он подписывал любую бумажку, которую ему там принесут, которую ему подсунут. Он подписывал все, без оглядки, там, без споров, без каких-либо замечаний. Но вот почему он так долго просидел в своем кресле? Зачем его менять на такую же послушную, ну, более симпатичную, более там, молодую, вот, но такую же послушную Юлию Свириденко, вот, у которой в последнее время была кличка стюардесса, поскольку она постоянно сопровождала Ермака во всех поездках. Вот, если вы посмотрите, Андрей Борисович Ермак летит в Вашингтон, с ним летит Юлия Анатольевна Свириденко. Стюардесса Вот. по имени Юля? Да, вот именно. Поэтому у нее была такая такая, по-доброму ее так окрестили, стюардессы. Ну вот теперь стюардесса Ермака становится премьер-министром. Я не скажу, что она лучше, хуже, что она непрофессиональна. Я не скажу, я не знаю просто. Вот, я не знаю. Я слежу за ее деятельностью с тех пор, когда ее назначили в Минскую контактную группу. Тогда она работала еще в администрации, в офисе президента, извините. Вот ее назначили в 2020 году, в 2019 еще. Вот. С тех пор я так за ее карьерой слежу. Оказывается, что она уже сформировала свою команду и прочее. Ну, может быть, она будет ближе Ермаку, она будет более, скажем, возможно, что Ермаку будет более удобно с ней общаться. Зачем были проведены эти ротации? Вот, знаете, кроме как объяснения, что необходимо провести определенные замены, потому что сейчас будет серьезный аудит деятельности правительства последних 5 лет, вот, и необходимо будет каким-то образом отправить концы в воду, вот, бросить концы в воду, вот, я не нахожу. Знаете, когда вот приезжают проверять, а у нас, оказывается, уже и люди, те, которые там были в то время при власти, уже не у власти, и министерств, тех уже нет фактически, их уже расформировали, реорганизовали, создали новые и прочее. Пожалуйста, проводите аудит с чистого листа. Нет ли ниточки, не тянется ли она к ну, таким достаточно мощным ударам по Ермаку последних недель? Потому что почуял, видимо, что как бы все шатается и расставляет своих людей. Так у него Логично и так же. были расставлены свои люди. Хотя я понимаю, что, конечно же,
Шмыгаль это человек, который подписывал все, что называется, был ну, просто самым близким к Ермаку. Это миф. На самом деле миф, что это человек Ахметова, не имело никакого отношения к Ахметову, кроме того, что там год пересидел в его структуре. Вот. Но Шмыгаль, он из тех людей, которые вот если завтра под Ермаком зашатается серьезно кресло, и если там Ермаку сделают какие-то предъявы, вот, то Шмыгаль будет тем человеком, который сразу же расскажет все о том, что происходило все эти 5 лет. Вот. То есть не считают его надежным человеком в случае Шухера. Ну а почему тогда дают Минобороны? А Минобороны, вот я как раз думаю, что надо следить за назначениями в Минобороны, которые последуют с приходом нового министра. Вот именно там будет будет скрыта реальная подоплека этого назначения. Кто придет на посты замов, руководителей департаментов и так далее, и так далее. Помните, при Резникове был такой человек, как Денис Шарапов, который за все закупки отвечал и прочее. А потом оказалось, что это бизнес-партнер Ермака. То есть на самом деле Резников был министром, а реально все средства в Министерстве обороны проходили через структуры Ермака. Вот поэтому я думаю, что здесь точно такая же приблизительно ситуация. Ну и плюс ко всему, скорее всего, Шмыгаля отправят на переговоры с Россией. Вот. В России уже начинают говорить о том, что, ну, извините, пожалуйста, по сравнению с Умеровым это будет понижение переговорщика. Понижение не по должности, а по факту. Вот. И поэтому и Россия может вместо Мединского прислать кого-то другого, тоже понизив статус. Ну там Рюте выступил, говорит, историк какой-то. Ну, ты сам историк по образованию. Так Нет, ну что смешно так Мединский выглядело. при этом, при всем при том, он является помощником президента Российской Федерации, человеком, который является близким к президенту. Возможно, что он не настолько публичен, скажем, во многих процессах, но это человек, у которого есть доступ к телу, что называется. Вот. Поэтому я бы ну, я бы поостерегся бы говорить о том, что какой-то историк приехал, там, какой-то левый человек рассказывал нам какие-то байки про 1250 год и так далее, и так далее. На самом деле Мединский это более чем серьезно. А, Безуглая сегодня говорит, что Свириденко как бы человек Ермака, а вот Федоров ее будет, так сказать, контролировать. Ну, в Федор это общем, точно не человек Ермака, это правда. ну вот такая какая-то Да. интересная диспозиция, то есть, мол, как бы, чтобы полностью все в руки Ермака не отдать, будет Федоров. И поэтому, Да, Федоров это часть проамериканской партии. и у нас получается такой двойной, как бы, как герб Российской Федерации, там, орел с двумя головами. Вот у Да, нас и премьер тоже получается двойной. Почему так? именно. А так и, в принципе, необходимо соблюсти определенный политез перед теми же Соединенными Штатами. Вот вы говорите, кто боится Соединенных Штатов. Оглядка на Соединенные Штаты должна быть. Федоров это креатура Соединенных Штатов. Я уже не говорю о том, что ДИА, которая была разработкой Федорова, она полностью зарегистрирована на американскую компанию и является, и вот эти все наши данные, они являются собственностью фактически американской компании. Но это уже вопросы, которые потом будут уже задаваться. Но сам факт, что вот люди типа Арахамии, Федорова и других, они являются именно представителями проамериканской партии. В отличие от Ермака Зеленского, который ориентирован на Британию. Сегодня Верховная Рада увеличила на 10 тысяч человек численность СБУ. Ну, можно порадоваться, что плюс 10 тысяч человек будут с бронью, плюс 10 тысяч человек будут нормально жить в стране Украина. Однако, законопроект этот, который приняли в первом чтении, это 13353, значит, увеличивается в особый период с 31 до 41 тысячи численности. Вместо Центра специальных операций по борьбе с терроризмом Центр специальных операций А до 10 тысяч, который получает право осуществлять оперативно-боевую деятельность и использовать вооружение и боевую технику. Это решение является
э, ну, личной армией Зеленского, ее Ну, не созданием. только, да, потому что у Зеленского есть несколько личных армий. Вот. Да, укрепляется служба безопасности Украины. Да, будут, наверное, какие-то чрезвычайные полномочия. Вот. Опять же, за вот этой документальной волокитой мы увидим, скорее всего, смену определенных лиц, определенных хозяйствующих субъектов и прочие моменты. Ну, то, что у нас любят, чем любят заниматься у нас наши чиновники. А что касается увеличения, знаете, у нас на протяжении длительного времени вот, говорили, что необходимо сокращать количество СБУшников. У нас была ситуация, когда доходило количество до 40 тысяч, потом сократили, теперь снова возвращают это же количество, фактически снова 40 тысяч будет. И тут вопрос состоит в том, что действительно, как будут распоряжаться этими, этим увеличением, как будут распоряжаться этим штатом. Вот. Так что тут вопросов может быть много. А что касается личной гвардии Зеленского, извините, но у нас уже, да, кроме СБУ, у нас фактически можно сказать, что будет использоваться как личная гвардия, национальная гвардия Украины, там частично. Вот, что касается других моментов, это ТЦК, как таковые, которые связаны круговой порукой и связаны фактически кровными узами с Зеленским, с нынешней властью, потому что они понимают, что они теперь как ниточка с иголочкой. Вот, иначе будут суды Линча. Сегодня на самом деле очень показательным образом выглядит вот этот скандал между Гетманцевым и Гончаренко. Ну там попрыгали друг на друга, подрались, и Гончаренко кричит: заблокируй Верховную Раду. От чего отвлекают внимание? Да, на самом деле это я бы не стал уделять так много внимания. Алексей Алексеевич, он уже перерос, скажем так, уровень обычного депутата из фракции Порошенко. Он начинает свою сольную программу. И я думаю, что да, что давно уже пора ему идти в сольную политическую деятельность. И он сейчас будет использовать любой повод именно для того, чтобы создать определенные чтобы повысить собственные рейтинги и выступить фактически как отдельная политическая единица. Вот. Что касается Гетманцева, ну, просто он в последнее время превратился в такого себе мальчика для битья, которого только ленивый там не критикует, не каким-то образом не устраивает ему буллинг. Вот, поэтому ничего особенного, попросту политические качели. Если мы попробуем разобраться в определенных новых подходах, да, условного нового правительства, вы чего ожидаете от него? Ничего нового. Нового ничего. Практически имитации бурной деятельности в самом начале. Вот, торжественное объявление о реформах, слайды обязательно, вот, ну, там презентации там красивые. А дальше фактически снова та же рутина и снова подписание тех же директив, которые будут спускаться из офиса президента. Не более. Ну, страну шатает и рвет на части бусификация. Да. Причем Они никаким образом не повлияют на эту бусификацию. это уже Никоим образом. прям видно сейчас. Каждый день и с разных уголков страны есть определенный там Киев, это не оминает стороной, как столицу. Вроде как Келок здесь, ПВО наше, не летит ничего, Зеленский хвастается, потому что Путин боится Келога. Но бусификация Келога даже не боится. Да, нет, Зеленский чудесно понимает, что он тут в данной ситуации кривит душой. Он чудесно понимает, что на протяжении всей войны выдерживались, кроме одного единственного момента, выдерживались договоренности, которые были посвящены и украинские власти. Договоренности между Москвой, вот, Западом, и в том числе были вмонтированы эти договоренности украинские силовики. Вот, согласно которым вот, не было, скажем так, договорились, что не бить по первым лицам.
что бы ни происходило, не бить по первым лицам. То есть не создавать определенные угрозы для первых лиц. Когда в Киев ехал Байден в феврале 23 года, когда ехал Байден, он фактически, Соединенные Штаты проинформировали Россию, что Байден будет с такого-то момента по такой-то на территории Украины, и в это время не происходило никаких обстрелов. Вот. Если бы не было этих договоренностей, Байден бы ни за что не поехал бы в Киев. Ни за что его бы служба безопасности его бы туда бы не пустила. И точно так же было со многими другими лидерами западного мира, которые приезжали в Киев, в это время не было никаких обстрелов, кроме вот два случая. Первый случай, это когда было нарушено, это когда Зеленский и премьер-министр Греции были в Одессе, и был прилет там, в 500 метрах от места, где они находились в это время. Это первое. А второй, ну, в то время как раз между Россией и Западом пошло очередное обострение, и Путин таким образом послал сигнал, что больше мы не будем ни о чем договариваться. Потом снова замяли. Второй момент, это когда Зеленский нарушил практически договоренности, когда ударили по Курской области в тот момент, когда в Курске находился Путин. За что Зеленский получил очень серьезно по голове от американцев за это самоуправство. Все остальное время вы же смотрите, вы же видите, даже и не только вы, вот наши зрители могут просто посмотреть. Зеленский едет в Херсон, условно, выступает в Херсоне, вручает награды, встречается с военными, уезжает из Херсона, начинается обстрел. Ну, После того, как через 40 минут объяснение очень простое. да. Разошлось интервью в украинском YouTube экстрасенса Марии Тихой, где она Да. признавалась о том, что она там сотрудничала с депутатами. Для депутата ценник X10, то есть так защита стоит $2000, а для депутата 20. Она там с некоторыми даже спала. Ну и говорит, что с ней сотрудничает СБУ, они ее смотрят, и если, допустим, она там гадает на картах, что Зеленскому может что-то угрожать, ну тогда они принимают определенные меры. Поэтому все, как бы, все Ну, это очень объяснимо. хороший маркетинговый ход. Вот, его использовали даже некоторые наши политические комментаторы, вот, которые говорят, что вот когда к ним прислушался Зеленский, вот тогда только у него пошло все, все стало, все исправилось в лучшую сторону. Но что касается экстрасенсов, нет, ну, у нас практически вся история Украины, вот, я не знаю того политика первого уровня, который бы не пользовался услугами экстрасенсов, всяких там знахарей, мальфаров, гадалок и так далее. Вот. В той или иной степени они все были подвержены этому мракобесию. То есть Зеленскому гадают, вы хотите сказать? Я не знаю, гадают ли сейчас, там, варят ли зелье или еще что-либо, но я могу сказать с уверенностью, что это распространенная вот, практика, которую очень и очень, ну, практически все наши лица первого уровня вот, в той или иной степени были погружены. Можно писать целую историю вот этого мракобесия и как украинские политики были к нему, скажем, насколько они были близки к этой теме. Константин Петрович, сегодня произошло такое знаковое событие. Нетаньяху ударил по Дамаску. И в контексте украинских вопросов мы всегда как бы очень ревностно смотрим на телодвижение Израиля. Ну вот, например, война 12-дневная Израиля и Ирана, она как бы вот полностью Украину, в общем, вычеркнула из информационной повестки дня. То, что сейчас происходит между Сирией и Израилем, то, как Нетаньяху защищает этих друзов, народ, который, ну, тоже как-то странно защищает. Он говорит: друзы, вы в Израиль, пожалуйста, не едьте, сидите дома, Цахал работает. Ну, то есть, Да. как-то так очень по-еврейски. То есть, да, мы не то, что там готовы вас, друзы, принять у себя, приезжайте к нам. Не-не-не, вы там будьте, а мы там будем бомбить. На самом деле, вот, ну, понятно, что Нетаньяху нужна там новая вражина. Похоже, он ее нашел. Как это откликнется на Украине? Как сказал бы Виктор Андреевич Ющенко, любит друзы.
Вот. Вот. Но что касается Нетаньяху. Нетаньяху, как и Зеленскому, необходимо продолжение войны. В любой форме. Вот. Если не война с палестинцами, то война с Ираном. Если не война с Ираном, то война с Сирией. Но он понимает, что завершение войны, приход мира в Израиль – это личные проблемы для него. Проблемы с законом, вопросы, которые, в принципе, которых накопилось к нему. И поэтому я думаю, что Израиль при Нетаньяху будет и дальше источником повышенной агрессивности. Что касается Зеленского, он тоже понимает, что завершение войны означает большое количество вопросов юридического плана к нему. Вот, то есть он предстанет перед судом в обязательном порядке. Поэтому вопрос власти для Нетаньяху и для Зеленского диктует и продолжение войн, и продолжение милитаристских устремлений. Очень интересно, потому что, ну, Сирия же это демократический режим. У них герб Ну да, это поменялся, санкции сняли частично, там и Европа, и я, Америка. я очень хорошо помню, как это было в Сомали в 2012, извините, в начале 2013 года, в январе 2013 года. Вот, один из лидеров враждующих группировок в Сомали собрал пресс-конференцию, сидел на пресс-конференции и сказал: вот с сегодняшнего дня у нас устанавливается демократия. Вот все, с сегодняшнего дня мы демократы. Вот приблизительно точно так же начали считать нынешнее сирийское руководство демократическим с конкретного времени, а то, что проводятся разного рода этнические и религиозные зачистки, то, что проводятся гонения, убийства и так далее в Сирии, это никого сегодня не волнует. Так, Европа что-то будет предпринимать? Они же так вроде как поддержали режим Да, Джулани. но вот тут они сейчас будут как раз и думать, как на это реагировать, потому что Нетаньяху ставит их в очень неудобное положение. И сейчас снова Европа будет думать, как же реагировать. Вообще Европа какая-то нерешительная в последнее время. Она всегда была нерешительной. Выходит ряд Европа стран. никогда не была субъектной. Она претендовала на собственную субъектность, но начиная с середины нулевых годов, после того, как провалилось голосование за Конституцию Европейского Союза, стало понятно, что Европа будет стремительно терять свою субъектность. На сегодняшний день субъектности у Европейского Союза нет. Ну, погодите, как нет субъектности? Выходит целый ряд Очень просто. стран. Франция, Италия говорят, нет, мы Каждое из не... этих государств имеет собственную политику, собственные интересы, но при этом нет именно позиции Европейского Союза как единого игрока. Ну, то есть мы не будем платить за оружие для Украины Да. американцам. Представляете? Именно, потому что это только у нас представляют, что это большая победа, что Трамп даст нам оружие. Трамп не даст нам оружие, Трамп продаст это оружие европейцам, если те согласятся купить для Украины. Вот. А те говорят: а почему мы должны покупать? Пусть и Трамп тоже несет бремя ответственности за ситуацию в Украине. Пусть Трамп тоже раскошелится. Трамп говорит: не-не-не, это не моя война, это война Байдена. А вы, если хотите дальше воевать, покупайте у нас оружие. Вот такая вот позиция. Очень интересно, что, в общем-то, такая достаточно непростая история возникла с Венгрией, которая Орбан, ну вообще санкции хочет вводить на руководство Украины за бусификацию и говорит, никакой вам Европы, у вас людей крадут на улицах. А это очередная как бы такая политическая выходка Венгрии или это долгоиграющий Я план? думаю, что Орбан в любом случае нашел бы причину. Ну а если причина идет ему в руки сама, если Украина создает эту причину сознательно, если Украина берет и фактически действительно демонстрирует абсолютно нечеловеческое отношение к гражданину, у которого есть еще и венгерское гражданство. Вот. Понятное дело, что Венгрия, которая, кстати, вот стоит отдать должное, она очень тщательно мониторит ситуацию с венгерскими меньшинствами в Европе, не только в Украине, но и в Сербии, в Австрии, в Словакии, в других странах, так что в Румынии.
И понятное дело, что вот подобного рода деятельность ТЦК не могла быть незамеченной в Венгрии. М, Ну, там еще, конечно, гражданин венгерский, да, которого, Конечно. в Да. общем-то, ну, это все прям подняли на щит и показывают, что, а он вроде как и украинский, и венгерский гражданин. Но Да. погодите, В сегодня... Венгрии, извините, пожалуйста, на Закарпатье, ну там сложно найти, наверное, человека, у которого не было бы венгерского гражданства, особенно среди венгерского меньшинства. Просто Особенность приграничной зоны. Венгрия, Закарпатье граничит с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. 4 государства, с которыми граничит Закарпатье. Понятное дело, что одна из главных статей до последнего времени, одна из главных статей доходов вот, у населения приграничной области, причем депрессивной пограничной области, это контрабанда. Понятное дело, для того, чтобы иметь возможность более активно заниматься контрабандой, существовал незаконный, но все-таки режим двойного гражданства. Когда попросту для того, чтобы иметь возможность более легкого пересечения границы, люди попросту покупали, договаривались, там, оформляли венгерское, словацкое, еще какое-либо гражданство. По праву крови, по праву рождения, по праву там еще какому-то, по позвоночному праву и так далее. Но это абсолютно, абсолютно, об этом знали все. Об этом хорошо знала полиция, об этом хорошо знала СБУ, об этом хорошо было поинформировано высшее руководство страны, что там огромное количество людей, десятки тысяч людей с венгерскими паспортами. И чудесно понимали, чем это может обернуться в случае, если ТЦК начнут не просто наглеть, а перейдут любые нормы человеческой морали. Вот это обернется рано или поздно конфликтом с одним из государств, сопредельных государств. Потому что рано или поздно у кого-то появится паспорт. ну, сейчас паспорта эти законные. Ну, то Сейчас уже есть, да. да, вот Но я Зеленский имею в виду, подписал что вчера незаконно они со множественное вчерашнего дня, после гражданство. того, как со вчерашнего дня, после того, как президент Украины подписал соответствующий закон. Так, а в чем смысл вот этого нововведения? Нововведение это, с одной стороны, легализация фактически и без того существующей нормы. Вот, то, что существует в Украине. Давайте говорить откровенно. А у наших властимущих, у кого нет заграничного паспорта? У Зеленского нет второго гражданства. Не смешите мои тапочки, как говорят в Одессе. Просто смотрите, у нас сейчас на самом деле очень тяжелая ситуация с набором в армию. И Минобороны, которые опубликуют ролики о том, что там, на испанском языке призывает на боевые и не боевые должности, ну там рекрутингом так занимается, да, то есть среди испанскоязычной аудитории. Там переводчик в бригаду требуется с испанского. Ну какая-то странная тенденция, и этого Потому все что больше. наибольшее количество наемников в украинской армии граждане Колумбии, испаноязычной страны. Это после украинцев, это второе по количеству, ну, наибольшее количество вот именно из иностранцев, это колумбийцев. Очень много из Латинской Америки. Понятное дело, что им нужны переводчики с испанского. Значит, тут очень важен эпизод, да, вот здесь я вижу, пишут в чате трансляции, надо проясните ситуацию людям с друзами. Израиль просит своих друзов не вмешиваться, они только мешают защитить сирийских друзов. Ну, короче, друзы есть в Израиле, друзы есть на территории Сирии. И, то есть, и как бы Нетаньяху обратился к друзам, которые в Израиле, мол, не едьте туда, не надо воевать, мы там сами разберемся, Цахал сами разберется. Это имеет в виду зритель, и, собственно, вот такой посыл есть. И я считаю, что, ну, спасибо большое за уточнение. Нет, это да, это правда. Друзы– это меньшинство, которое живет на юге фактически Сирии. И, соответственно, нынешняя власть объявила их неверными. Вот, и объявила их неверными и, соответственно, готовила их полное истребление практически. Друзы самоорганизовались и начали противостоять
противостоять центральным властям. Вот. Более того, нанесли им несколько поражений. Вот, соответственно, планировалось несколько карательных акций, или же большая карательная акция против друзов. Но как тут Израилю не использовать ситуацию, как тут не показать, что мы на стороне обиженных? Тем более, что я повторюсь, что Нетаньяху нужен любой повод для того, чтобы дальше продолжались активные действия, поскольку это в его интересах для сохранения власти, для самосохранения у власти и для сохранения своей безопасности в целом. Да, значит, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Обязательно это сделайте. Мы как бы затронем еще одну важнейшую тему и, ну, как бы перейдем к вашим вопросам, подведем итоги голосования. Скажите, пожалуйста, ситуация с Мандзюк. Есть такая блогер, которая там говорит о том, что, Я не знаю просто. ну, инфлюенсер, инстадива, которая говорит, что учит своих детей бить тех, кто говорит на русском в школе, похоже, набирает вот определенные серьезные обороты. Да? То есть мы видим, что находятся даже определенные военные, которые говорят, вот вы тут говорите по-русски, а мы вот за вас воюем. То есть есть даже такие обращения. Как вам кажется, насколько этот раскол сейчас языковой? Вместе с церковным, потому что очередного священника как бы приняли в ТЦК, да, потом вроде как отпустили, но тем не менее, то есть у УПЦ нет брони у священнослужителей. Вместе с другими линиями раскола, насколько сейчас Украина трещит, как вы оцениваете? Ну, как, вы понимаете, языковая тематика – это искусственно навязываемая, искусственная тема, которая фактически интересна, возможно, для небольшого количества, но если наберется 1000 человек на всю Украину, тех, кого интересовала бы эта тема, вот, ну, будет, наверное, хорошо, если 1000 наберется, то может и меньше. Вот. Нету этой темы, она абсолютно искусственно подогревается. Люди типа Мандзюк, я ее не знаю, кто это такая, вот, но да, я встречал этот пост, я видел, как возмущаются. Ну, извините, пожалуйста, знаете, как говорится, есть такая поговорка: в каждом селе свои дураки. Да? Вот. Мандзюк – это иллюстрация к этому, к этой поговорке. Что касается подобного рода тематики, что вот такая языковая непримиримость, вот, только украинская, никаких поблажек к русскому языку, извините, пожалуйста, это полностью противоречит 10 статье Конституции, которой тоже у нас забыли. Вот. Да у нас о многом забыли. У нас сегодня, кстати, 35-я годовщина провозглашения Декларации о суверенитете Украины. Не, никто Именно не сегодня. помнит. Да. Да. И хоть кто-то из наших властимущих вспомнил об этом. Вот. Потому что декларация в свое время не только гарантировала права национальных меньшинств, не только декларировала права народов, которые находятся на территории, проживают на территории Украины, их культурную самобытность и так далее, но гарантировала, например, то, что Украина, декларировала, по крайней мере, что Украина станет нейтральным государством, безъядерным государством и так далее, и так далее, и так далее. Ну, активный нейтралитет – это наша была перспектива, согласно декларации. Так вот, соответственно, Конституция точно так же у нас сегодня именно вот эта небольшая группа людей очень активно, демонстративно вытирает о Конституцию ноги, а власть попросту предоставляет все средства массовой информации, не реагирует должным образом, вот, поощряя их вот такую вот, в кавычках, культуртрегерскую активность. Это хунвейбинство чистой воды. Как вам кажется, ну это просто какой-то цирк сейчас происходит, или пляски на костях Стамбула, да, стамбульских переговоров? Песков заявил о том, что давайте, родненькие американцы, западники, давайте-ка Киев усаживать за стол переговоров. К вечеру выходит Сибига, говорит, что Киев готов к продолжению разговора с Россией в любое время, в любом месте. Слушайте, как Усик себя ведет Сибига.
на битве взглядов с Дюбуа, прям один в один. Так кто готов, кто не готов, есть ли перспективы у Стамбула? Это имитация готовности. Я думаю, что все-таки для того, чтобы встречаться и вести переговоры, необходимо, чтобы был предмет переговоров. А если сегодня не о чем говорить, если стороны сегодня не готовы к определенному конструктиву, то, по крайней мере, одна из сторон, то, соответственно, э, встречаться лишь только чтобы встречаться, чтобы потом выйти и сказать, что вот наши визави не готовы. Ну, то есть Стамбула не будет. Я просто говорил уже несколько раз, что результативность переговоров между Украиной и Россией станет следствием результативных переговоров между Соединенными Штатами и Россией, а также между Соединенными Штатами и европейскими партнерами. То есть Соединенные Штаты и Россия договариваются, Соединенные Штаты убеждают европейцев в том, что они должны последовать именно вот этой линии, о которой договорились Трамп и Путин. И после этого посылают сигнал Зеленскому: езжай в Стамбул, или там посылай кого-то в Стамбул, и формально подписываете то, о чем мы уже договорились. Вот таким образом будет решен вопрос войны и мира. Да, друзья, всем большое спасибо, что проголосовали в вопросе. Давайте подведем итоги. Кто больше боится Америку? 3% считают, что Путин, 5% что британцы, 38% Зеленский и 53% евролидеры Урсула, Мерц, Макрон. Разделяйте мнение почти 10 тысяч голосов, Константин Петрович. Кто я, чтобы не согласиться с большинством? Ну, то есть Европа боится. Окей. Нет, Европа, вы знаете, на самом деле Европа как раз готовит, создает так, антитрамповскую коалицию, просто немножко ее откорректировали, ее деятельность. Если раньше думали, что будут противостоять очень активно Трампу, то сейчас попросту будут делать все, чтобы дождаться промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года и ударить Трампу под дых. Да, значит, друзья, переходим к вашим вопросам. И прямо сейчас вот из сообщества YouTube, пожалуйста, как бы ваши заблаговременно оставленные вопросы, а потом перейдем к чату трансляции. Значит, если, Наталья пишет, если у народа Украины все те же руководители, которые были со времен Евромайдана, может быть, нужно было массово отправлять не на Евромайдан, а на антимайдан? Хотя бы для того, чтобы не прийти к нынешним реалиям. Вы знаете, на самом деле никто не мыслит категориями планирования, долгосрочного планирования или среднесрочного планирования. В то время, в конце 13-го, начале 14 года, стояла задача свергнуть Януковича. Эта задача была выполнена. Под нее был оформлен ресурс, под нее были выделены деньги, собраны люди, ну вот, заготовлены лозунги и так далее. Ну и, соответственно, вот, задача была выполнена. А уже такими категориями, что будет через 10-11 лет, как это обернется, никто тогда не думал. Петр, вопрос. Не исходит ли вся тупость еврочиновников от их неважного знания английского языка, на котором им приходится общаться между собой? Ведь когда ты язык знаешь в зародыше, то ты говоришь на нем заученными фразами типа «London is the capital of Great Britain» и «Путин is диктатор». Не, на самом деле значительная часть чиновников знают английский язык, но этого им даже и не надо. Им не надо читать в оригинале там Байрона, Диккенса, там Голсуорси или там, я не знаю, или же там Лонгфелло. Вот, им есть определенный канцелярский язык, вот, канцелярщина, вот, точно так же, как в средние века вот таким же аналогом английского языка была латынь. Тоже там каждый чиновник знал, и не только чиновник, знали, образованные люди знали латынь в определенном объеме, ровно для того, чтобы вести документацию, ровно для того, чтобы вести определенную переписку, выступать и так далее. Но им не обязательно было уметь читать там, я не знаю, там Сенеку или же того же Цицерона. Вот. Так что, по большому счету, их уровня английского языка им достаточно для общения, активного общения и для того, чтобы использовать его как язык межнационального общения в рамках Европы или Евроатлантики.
Синяя борода, Константин, а есть ли в истории пример, где территория с тремя народами, осколками империи, смогли объединиться, стать чем-то единым, как государство, или только под управлением кого-то, или таких случаев не было? Спасибо. Китай, Китай, там не один народ, там 7 как минимум народов, больших народов, которые объединились. Вот. Да и множество других можно примеров приводить, когда народы, некогда враждовавшие, некогда бывшие, были антагонистами, они объединялись в рамках единой страны, не как империя, а как равноправные участники процесса. Советский Союз. Добрый день, Александр Константин. Часто замечаю, что когда речь заходит о бывшем президенте Януковиче, у Костя Петровича возникает неоднозначная реакция. Как кажется, то ли какая-то обида, то ли какая-то злость на Федоровича. Вопрос, почему именно Кость недолюбливает Януковича? Имеет Очень место быть просто. разочарование или обида? И связано ли это с тем, что он не навел порядок на Байнане? Да, именно это. Именно потому я считаю, что Янукович должен был остановить этот шабаш, который начался в 2013 году. Вот. И даже если бы пришлось пойти на то, чтобы пролить кровь, это было бы ничто по сравнению с той кровью, которая была пролита после 2014 года. Янукович не выполнил свое предназначение, свою обязанность навести порядок в стране. Я в этом абсолютно уверен. Более того, что после этого он подставил всех тех, кто его поддерживали, всех, кто готовы были его поддерживать в дальнейшем. Мгм. Константин Петрович, ведь нет никаких 50 дней. После этого будет еще 2-3 недели, потом до Нового года, а там, глядишь, до Пасхи недалеко. Что думаете, Андрей? Извините, пожалуйста, Трамп послал четкий сигнал относительно 50 дней. Эти 50 дней истекают именно в момент, когда будут встречаться Путин и Си Цзиньпин. То есть не 40, не 30, не 60, не 70 он назвал. Он назвал конкретные даты. Вот. И понятное дело, что он ожидает, что именно к этому моменту, к дате там, завершения, 80-летия завершения Второй мировой войны, вот ему представят некий мирный план уже, или же какие-то уже конкретные действия. Плюс ко всему, именно в сентябре начинает заседать в Осло комиссия, которая определяет нового лауреата Нобелевской премии в премии мира. Остальные премии в Стокгольме вручаются, а именно в Осло премия мира. Вот. И Трамп очень хочет, чтобы именно к сентябрю была определенность по украинскому вопросу. Мгм. Денис, добрый день. Константин Петрович, что известно из ваших источников? Сколько уже страниц книги «Убить тирана» прочитал Зеленский и дочитает ли ее до конца года? Ну, я не знаю, он со мной не делится своими впечатлениями. Вот, он поделился только своими впечатлениями от книги «Джокер». Вот, вся страна видела эту реакцию. Но что касается книги «Убить тирана», это уже вопрос, наверное, к нему. И Пьер Макук, его жене, там, я не знаю. Тони Шибаев. Константин Петрович, как вы относитесь к Николаю Азарову? Как к очень положительному персонажу украинской истории, как человеку, который был действительно профессиональным премьер-министром, как премьер-министр он был действительно показал профессиональные навыки, как финансист, хотя он сам выходит совершенно из другой среды. И, соответственно, Николай Янович – это часть нашей истории, но не часть нашего дня сегодняшнего. Он пытается создавать комитеты, он пытается сегодня создавать какие-то оппозиционные структуры, но это очень невыразительно и очень неубедительно. Владислав, доброго времени суток. Если посмотреть и сравнить комментарии иностранных граждан в различных соцсетях под разными постами про эту войну, которые были, к примеру, в 22-м и сейчас, то разница очень существенная, уже не в пользу Зеленского. Видно невооруженным глазом, как у людей из разных стран меняется мнение на 180 градусов про эту войну. Некоторые могут говорить про ботов, но они, во-первых, могут быть с обеих сторон, во-вторых, все равно видно по риторике реального человека или бота. Вопрос.
Это связано с усталостью людей от новостей войны, с ухудшением соцобстановки, с уже надоедливой в СМИ рожей Зеленского, или просто многие стали узнавать про него и его команду неприятную правду. Например, вашу книжку прочитали. Спасибо. Да нет, нет. Я думаю, что просто время все расставляет по своим местам. Да. Время все, время на самом деле не то, что лечит, оно излечивает наивность. Вот поэтому и происходит определенная переоценка ценностей. Глеб, добрый вечер. Константин, как вы думаете, ликвидация Минагро– это следствие продажи земли иностранцам? Спасибо. Я думаю, что, знаете, тут в данной ситуации пытаются, очевидно, создавать определенные конструкции, попросту считая, что определенные ресурсы должны быть в одних руках. Одни руки должны фактически без дополнительных проволочек и так далее так, решать вопросы недр, вопросы там, землепользования и прочие вопросы должны решаться одним и тем же ведомством. Алексей, после войны в 1945 году рождаемость сразу взлетела. А взлетит ли рождаемость в Украине после этой войны? Даже если взлетит рождаемость, все равно для того, чтобы выйти на определенный режим восстановления, там, воспроизводства, необходимо будет, наверное, достаточно долгое время. Слишком уж высоки потери от депопуляции. Бэби-бум всегда приходит после любой войны, но не всегда бэби-бум является средством, которое спасает общество от от последствий той или иной войны. Например, в Парагвае в 1870-х годах во время войны было уничтожено такое количество населения, вот, что до сих пор еще не удалось преодолеть негативные последствия депопуляции. Мирослав, здравствуйте. Почему все вдруг замолчали о вторжении в мощи святых в Лаврии? Есть ли какие-то новости о том, что там происходит? Спасибо. Еще раз можете повторить? Значит, почему все замолчали о вторжении в мощи святых в Лаврии? И есть ли какие-то новости о том, что там А происходит? дело в том, что, сколько я понимаю, что то, что пытались там как бы с мощами, некую ревизию мощей проводить и так далее, это было только поводом для того, чтобы еще раз создать ситуацию, при которой попросту Украинскую православную церковь отстраняют от лавры. Вот. Необходимо было создать комиссию, а дальше эта комиссия могла и даже не заседать ни разу. Это попросту форма, которая помогала выжать монахов, выжать насельников Лавры из Лавры. Мгм. Значит, здравствуйте, уважаемый Александр Константин. Наталья пишет. Это последнее военное положение, как вы думаете? Спасибо. Да, мы каждый надеемся, что оно последнее, каждое. Вот. Но многое будет зависеть именно от того, как будут развиваться события, как будут вестись переговоры. Людмила, здравствуйте. В ОПГ всех братков замазывали кровью. Константин, как вы считаете, теперь офис президента все ветки власти замазал нелегитимностью? Ну, да, теперь уже фактически у нас нет ни единой легитимной, ну, Верховная Рада имеет еще большую, меньшую легитимность. Вот. Так М, что, Переходим в чат трансляции. Значит, в общем, пользователь пишет: Константин, как считаете, будут ли в Европе ловить ухилянтов и отправлять на фронт? нет, дело в том, что это противоречит законодательству и базисным принципам Европейского Союза, поэтому это невозможно на сегодняшний день. Всегда есть такие вопросы, давайте его тоже озвучим. Где можно купить вашу книгу «Джокер»? Либо на сайте, можете зайти, в принципе, через мой телеграм-канал, на моем телеграм-канале существует закрепа и так далее, вот, через которые можно зайти. А в Европе сейчас, вот она будет в ближайшее время уже в книжных магазинах. Мгм.
Антон Несмеянов спрашивает, какое самое вкусное блюдо готовили ваши родители? Эм, э, Так, какое же вкусное блюдо? Не, знаете, я вырос в селе, сельская кухня, абсолютно там без каких-либо изысков, борщ, вареники и все прочее. Это все то, что с самого детства я привык к этой именно. Ну, Да, значит, вопросище, пишет пользователь. Какой вывод должны сделать будущие украинцы из сегодняшней ситуации? Что посоветуете потомкам? Я так понимаю, речь идет о том, что эм, ну, ну, я так понимаю, может, я ошибаюсь, очень сегодня разлетелась ситуация в Днепре, где подростки, ну, школьники там по 15, там, по 16 лет, накостыляли ТЦКшникам и отбили парня, ну, мужчину от них. Наверное, да. это имеет в виду пользователь. Эм, Ну, смотрите, сейчас фактически в Украине происходит действительно во многих городах определенные происходят переоценка ценностей, наверное, и это уже далеко не первый случай, потому что есть очень много случаев, когда уже фактически народ перестает подчиняться, тупо подчиняться, перестает каким-то образом реагировать на э, ну, те или иные, скажем так, на тот или иной произвол со стороны властей. Вот, Сандерс, поэтому, да. да. Поэтому я думаю, что эта тенденция будет только нарастать. Сандерс, спросите у Кости, октябрь-ноябрь могут прекратить боевые действия и пойти на мир или уже в следующем году? Нет, я очень надеюсь на то, что это будет значительно раньше. Я очень надеюсь. Значит, на украинских танках свастика, вы сочувствуете этим бойцам? Ой, вы знаете, я не сочувствую тем, кто украшает себя свастикой. Я не понимаю этого, как можно, в принципе, использовать свастику как определенный идеал. Вот. В любом случае, я думаю, что свастика не украшает точно и не облагораживает никого. Стелла, вопрос. Возможно ли организовать пиар-акцию по легитимизации власти в Украине? Ну невозможно же на серьезе обсуждать политическую жизнь и ее участников. Они же в клоунской матрице. Нет, но дело в том, что в клоунской матрице клоуны, знаете, была когда-то такая притча о том, что клоунов обычно выпускают для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то важного. Но постепенно клоунада начинает охватывать мир в целом, и, соответственно, знаете, у нас хоть профессиональный человек, который профессионально занимался клоунадой, а когда приходят вроде бы люди с нормальным образованием, представители нормальных профессий, и, соответственно, начинают вести себя как клоуны, это уже немного заставляет задуматься. А, Константин, как вы думаете, смена лиц в правительстве не является ли началом крушения режима Зеленского? А, Вы знаете, у нас ищут знаки постоянно крушения режима. Уж точно смена правительства не является именно признаком крушения и признаком краха правительства. Скорее всего, в данной ситуации это попытки каким-то образом лавировать, найти какие-то новые методы, новые формы для того, чтобы повысить рейтинги, привлечь внимание или же отвлечь внимание. Я думаю, что крах Зеленского будет очень, очень прост. Появится на экранах некий генерал, который скажет, что с этого момента власть переходит в мои руки. Да ну, а кто это может быть? Не знаю, я просто говорю, полковник, Полковник. Мгм. сержант, ефрейтор.
Сегодня такая интересная новость пришла о том, что, оказывается, полковника СБУ Воронича взяла на Да. себя ответственность за ликвидацию, за убийство одна нацистская американская группировка. Ой, я думаю, что это уже просто попытки каким-то образом приматься. Очень часто бывает такое, когда громкое дело, или же не особо громкое, но все-таки там та или иная организация пытается просто взять на себя ответственность, понимая, что никакой ответственности они за это не понесут на самом деле. Вот Михаил пишет: у Костя Бондаренко добрые глаза. Дай бог справимся со всей этой бесовщиной. Слушайте, Дай по-моему, бог. Дай бог. Так что я думаю, что спасибо за теплые слова. Я думаю, что справимся обязательно. да, друзья, всем большое спасибо. Подписывайтесь на Костя Бондаренко в Телеграм. Сегодня будет еще один прямой эфир, поэтому увидимся обязательно. Константин Петрович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо и вам. И до новых встреч. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.